Весной мы с семьей традиционно ездим в отпуск. Это время, когда сезон для большинства людей еще не начался, и можно в спокойном режиме исследовать самые разнообразные места Европы и остального мира. И в этот раз мы отправились в большое автопутешествие по Польше, Германии, Австрии, Италии и Чехии. Где-то мы были проездом, где-то останавливались, чтобы познакомиться с локацией более основательно, но обо всем по порядку. В следующих видео я расскажу вам о каждом месте по отдельности, а после подведу итог и озвучу цифры, сколько проехали, сколько потратили, какие ошибки были допущены и так далее. Подписывайтесь на канал, жмите лайк, оставляйте комментарии, а начну я эту историю из польского города Szczecin, где прошла наша первая ночевка этого путешествия. Остановились мы в самом центре города, на старой рыночной площади. На улице накрапывал дождь, но пока мы заселялись в апартаменты, он прекратился и позволил нам прогуляться по основным туристическим локациям. Вообще, Szczecin никогда не входил в топы польских городов, которые должен увидеть каждый. Здесь маленький старый город и нет той концентрации захватывающих дух достопримечательностей, как в Гданьске, Кракове или Вроцлаве. Но в то же время это один из крупнейших городов Польши с населением более 400 тысяч жителей, важный морской промышленный узел, а также место со своей уникальной историей и стилем, вобравшим в себя черты немецкой и польской архитектуры. Одна из главных достопримечательностей города – замок поморских князей, по-польски замок Książąt Pomorskich, куда мы и направились первым делом. Замок сразу привлекает необычной архитектурой, которая относится к эпохе позднего Ренессанса. Крепость на этом месте впервые появилась в XIV веке, но исходя из исторических сводок, современный вид замок обрел лишь в XVI веке при герцоге Иоганне Фридрихе I. Именно тогда была проведена его первая масштабная реконструкция. Щетинский замок, помимо всего прочего, примечателен тем, что в его стенах родилась российская императрица Екатерина II. А в годы Второй мировой войны в ходе бомбардировок замок был серьезно разрушен. В 1958 году началось его восстановление, результат которого мы можем наблюдать сегодня. Красивые белые стены, 2 внутренних двора, 5 больших зданий, 4 башни и внутренние помещения с легкостью забирают час-другой у любопытных туристов, коими мы и являлись в этот день. Осмотр фасадов и территории замка мы разбавили подъемом на смотровую площадку, а также небольшим музеем со старинной мебелью, оружием, предметами интерьера и саркофагами князей. Щетинский замок оставил у нас приятное впечатление, а главное, позволил соприкоснуться с историей города. Далее нас ждала прогулка к еще одному важному и красивому месту. Но прежде чем туда переместиться, мы не обошли вниманием и другие знаковые места. Например, вот этот ангел свободы, возвышающийся над площадью Солидарности, как память о жертвах декабря 1970 года. Также на пути мы встретили несколько фактурных зданий, кажется, немецкого происхождения. Вот это фантастически цветущее дерево, напомнившее, что на улице весна. И вскоре вышли на набережную, а точнее на огромную террасу, с которой открывается вид на реку Одру и порт. Именно этот 500-метровый архитектурный ансамбль считается визитной карточкой Szczecina. По-польски это место называется Валы Хробрego, в честь первого короля Польши Болеслава Храброго. Построена вся эта красота была в начале 20 века под руководством выдающегося немецкого политика, юриста и мэра Szczecina Хермана Хакена. Фонтан, к сожалению, не работал, а пешеходная зона была усыпана палатками продавцов растений. Поэтому мне больше понравился панорамный вид на реку, натовские корабли и проезжающие трамваи, нежели сам ансамбль, который, по-моему, больше впечатляет издали на въезде в эту часть города. Наше время в Szczecinie заканчивалось, и последнее, что мы успели сделать в этом городе, это посетить украинский ресторан, где нас гарантированно ждал плотный и вкусный ужин. Отмечу аналог белорусских драников – деруны, которые мне подали с грибным соусом и сметаной.
очень достойно. На следующий день вышло солнце, а наш путь лежал через Берлин.